Всем привет, меня зовут Тоша, и сегодня мы начинаем наш новый и очень масштабный проект. Это веранда, которая находится за кухней бабушки и дедушки и является естественным ее продолжением. Хотим обустроить все максимально удобно и функционально, поэтому разделим пространство на две зоны. Отдыха с диванчиком, креслами и столиком, и кладовкой, в которой можно будет хранить разные габаритные кастрюли и прочую кухонно-огородную утварь. Ну и, конечно, какая веранда на юге обходится без уютного зеленого притенения? Для вьющихся лиан и винограда предусмотрели отдельное место. Для них смогли выделить узкую полоску в 40 см. Оставить больше не получилось, верандой в ширину меньше 2 метров будет совсем неудобно пользоваться. Внутреннюю часть коробов зашили остатками профнастила от наших временных строительных работ. В общем, это будет очень необычный и масштабный проект, в котором объединятся наши любимые художественные техники и материалы. По многочисленным просьбам зрителей и из-за нестабильной работы платформы, наши видео теперь можно будет смотреть в телеграм-канале. Помимо этого, будем выкладывать в нем ссылки на материалы, которые используем в своих работах. А также сможем общаться и обсуждать подробности наших проектов, интересующие подписчиков. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном комментарии или по QR-коду. Заходите, мы всем рады. В качестве каркаса для кладовой и будущих перил использовали столбы из лиственницы. Для пола в качестве основы использовали листы CSP толщиной 16 мм. Для лучшей адгезии со следующими слоями решили покрыть CSP бетоноконтактом. На профнастил частично тоже будем наклеивать плитку, поэтому его тоже покрываем бетоноконтактом. Уникальность этого проекта в том, что, во-первых, это наше самое большое мозаичное деревянное творение, которое должно объединить все любимые техники и материалы в единую, удобную, функциональную и гармоничную композицию. А во-вторых, здесь снова экспериментируем с материалами и пробуем новые техники. Мы уже экспериментировали с техникой укладывания мозаики из больших кусочков плитки и керамогранита на балконе. Кто не видел, можете посмотреть это видео. Ссылку оставим в первом закрепленном комментарии. Результат порадовал. Прошел год, пол как новенький. К тому же на нем почти не видно грязи. Так как этот балкон продолжение наших с мамой мастерских, используем его для разных, не всегда чистых экспериментов и материалов. А убираться часто нет времени, так что это очень актуально. В этот раз решили немного модифицировать и упростить технику. Потому как подгонять вот эти кусочки было достаточно сложно. Идеально вырезать все детали на примитивном ручном плиткорезе не получилось. Спасло гениальное решение. В качестве затирки использовали плиточный клей. Его цвет идеально смазал все контуры и замаскировал наши косяки. CSP в качестве основы еще не использовали ни разу. Помимо этого будем миксовать много разных фактур и техник их выкладывания. В общем, будет интересно нам самим и, надеемся, полезно для наших зрителей. Для армирования использовали штукатурную сетку, которую замазали тонким слоем плиточного клея. Разделение веранды на 3 зоны решили поддержать в рисунке мозаики. Сделаем 3 мозаичных композиции, которые подчеркнут зонирование и упростят задачу по укладке плитки. На этот раз решили начать с краев. Как раз очень удачно купили вот такую плитку для кухонных фартуков. Она, собственно, и натолкнула на идею оформления краев нашего пола, плавно перетекающего в короба для растюшек. Ну и, конечно, в этом проекте будет много мозаики. И, как обычно, начали с подготовки материала и нарезания полосок для контуров и переходов между разными керамическими фактурами. Идея этого проекта – создание уютного семейного места отдыха с дегустацией вкуснейшей бабушкиной выпечки и не только. Давно хотим купить настоящий самовар и устраивать домашнее чаепитие. Ковры и дорожки из мозаики – идеальное решение. Они-то и добавят много уюта, а еще поддержат историю с мобильными ковриками и коробами в огороде. Итак, по нашим задумкам должно получиться 2 ковра. Один в кладовке, другой в зоне отдыха, которые разделим ковровой дорожкой, плавно перетекающей в ступеньки и объединяющей композицию в единое целое. Вначале все это напоминало один большой пазл для взрослых. С кусочками и полосками работать немного сложнее, чем с цельными кусками. Наша с мамой задача заключалась в подборе материалов, подрезке и подгонке основных орнаментов и узоров, и своевременном снабжении необходимыми мозаичными пикселями и полосками. Папа приклеил все это великолепие и периодически разрешал нам снять кусочек процесса. Итак, после того, как наигрались с составлением орнамента, намазали основание обычным плиточным клеем и начали выкладывать узорные полоски. В работе использовали обычный плиточный клей. С межплиточными швами особо не заморачивались, в такой технике выдержать их идеально практически невозможно, да и смысла особого не видим. Решили, что немного кривизны придаст этому творению больше живости. Перфекционизм и искусство – вещи несовместимые. Делать уже?
Я успела застать. Что? Ничего. Ага. Ну а дальше я нарезал очень много одинаковых прямоугольников с разными оттенками состаренного дерева. Эту плитку мы уже использовали для пола на балконе. Очень понравилась не скользкая фактура и не маркая расцветка, поэтому максимально используем ее в самой проходимой зоне, на дорожке, переходящей в лестницу. Кстати, геометрия целиковой плитки оставляла желать сильно лучшего. А вот в кусочках очень понравилось, и практически вся употребилась на двух наших проектах. Во как. Давай. В середине его распределяй. Ну а дальше мама с папой решили попробовать новую технику выкладывания кусочков битья. Ой! Этот надо? Ну давай. Подсмотрели на просторах интернета и очень понравилась идея. Для нее можно использовать обрезки любых плиток. Технология проста. Нарезаем плитку необходимого размера так, чтобы учесть будущее расстояние между битыми кусочками. Намазываем клеем, разбиваем в процессе приклейки и слегка раздвигаем, пока клей не схватится. Мне края надо промазывать. Иначе они, когда откалываются краешки, они вообще ни на чем держатся. Надо прям хорошо промазать. У этого метода огромное количество преимуществ. Во-первых, скорость. Кусочки не нужно подбирать друг к другу, они идеально коннектятся. Во-вторых, битье сильно сдерживает ход ноги. На таком покрытии гораздо меньше шансов поскользнуться. Для уличного проекта это очень актуальный плюс. Бей. Ты сказал сильно? Бей, 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 потом будешь растягивать. Сильнее вот так получается. Ну и что, потом вернем. И еще нам понравилось, что этот способ позволяет заполнять разные по ширине участки, идеально подгонять кусочки и объединять несколько уже выложенных мозаичных полос в единое целое. Край не промазан. С керамогранитом никогда не знаешь, как пойдет трещина. Получается очень разнообразные и естественные формы осколков. Ну и конечно, так можно употребить много обрезочных остатков ремонта. В общем, нам очень понравилась такая техника. Думаем, что еще не раз воспользуемся ей в наших будущих творениях. Теперь этот способ один из фаворитов нашей стройки. Ну и небольшой кусочек выкладывания дорожки, переходящей в лестницу. Ей мы объединили ковер в зоне отдыха с ковриком будущей кладовки. Лестницу будем доделывать немного позже, когда достроим стенки коробов для растений. Это будет завершающий этап проекта после кладовой. Материалы и цветовая гамма будет такая же, поэтому сразу оставляем место для мозаичных углов. А? Рельефный керамический декор особенно неровно разрезается, но затирка должна замаскировать большую часть наших косяков. Очень на это надеемся. Вот такая необычная веранда у нас получилась. В этом проекте сочетали разные техники. Использовали готовые бордюры из магазина, мелкую и крупную мозаику, а также разрезанную и битую плитку. Пока итог промежуточный, но нам уже нравится результат. Многообразие фактур и рисунков сплелось в единый лоскутный ковер. Очень напоминает пейчворк.
Для швов будем использовать сухую затирку бежевого цвета. Дабы не сочли за рекламу, все ссылки выложим в нашем Telegram. Она еще больше объединит все разрозненные элементы в единое целое. У техники с битыми кусочками все же обнаружился один минус. Слишком острые осколки в клочья разрывали кромку резинового шпателя, оставляя в затирке черные резиновые вкрапления. Поэтому поменяли шпатель на белый. Рвался все равно, но последствия были не так заметны. Наш пол готов. Получилось очень необычное и настроенческое творение. В нем все мамино детство. Забота бабушки, ее уроки по вязанию ковриков из полосок, нарезанных из ненужных лоскутков, мягкость, уютность и непосредственность тех времен. Из минусов такой техники, который для уличных полов все же расцениваем как плюс, рельефность поверхности. Плитка разных производителей имеет разную толщину, поэтому при укладке небольшого рельефа не избежать. Зато это еще один шанс не поскользнуться на мокром полу. Ну а в следующих видео мы вам расскажем, как делаем кладовую и зону отдыха, а также короба для наших венков. Заходите, будет интересно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось и было полезно, будем рады отзывам, комментариям и, конечно, новым подписчикам. Скоро увидимся!